Старшая врач в родильном доме Ольга Витальевна взяла букет у милого парня, и на ее лице образовалась улыбка, и протянула ему новорожденного малыша. «Счастья и здоровья всей вашей семье! Приходите к нам еще!» Мужчина и его молоденькая жена улыбались и благодарили Ольгу за тепло и заботу, с которыми она относилась к каждой своей пациентке. Простившись, они пошли прочь, а Ольга замерла на ступеньках роддома, с тоской обхватив себя руками. Она каждый день дарила людям вот такое счастье и очень любила моменты выписки, когда смотрела вслед уходящим людям и верила, что их ждет самое большое в мире счастье, то самое, которого у нее не было. Судьба надсмеялась над Ольгой. Она была бездетной, и это не мог бы исправить ни один врач мира. 1,5 года назад семейная жизнь Ольги разбилась, женщина не смогла простить мужу измены, не потерпела предательства. «Я ухожу от тебя», — сказал ей тогда Сергей, «потому что полюбил другую. Прости, но это правда». «Сережа», — взмолилась Ольга, — «что ты такое говоришь? Мы 8 лет с тобой женаты. Разве это ничего для тебя не значит?» «Значило. Раньше. А теперь нет». Сергей посмотрел на брызнувшие во все стороны слезы жены и недовольно повысил голос. «Мне уже 30, понимаешь? И я хочу ребенка. А ты пустая, как барабан. Ты обманула меня». «Да как ты смеешь так говорить? Я тебе еще до свадьбы призналась в том, что никогда не смогу родить тебе малыша. Ты все знал и согласился». «Ну и что? Тогда я не думал о детях, а теперь думаю. Катя моложе тебя, и у нас с ней все получится». «Да как ты можешь, Сергей? Как ты смеешь говорить мне все это?» «Вот только истерик устраивать не нужно. Терпеть не могу ноющих баб». «Да? Ну и давай, вперед, вали отсюда, убирайся сейчас же. Ненавижу тебя, ненавижу». Сергей ушел, равнодушно посмотрев на нее долгим, презрительным взглядом. С тех пор утекло немало воды, но Ольга все никак не могла смириться с уходом мужа. Пора бы уже и забыть прошлую жизнь и обиды, найти кого-нибудь и жить спокойно. Ну и пусть без любви, так многие живут. Вон, хотя бы анестезиолог Андрей или водитель скорой помощи Миша. И тот, и другой уже несколько раз приглашали ее на свидание, а она отнекивалась, как школьница. «Глупая», — говорила сама себе Ольга, но едва представляла, как чужие мужские руки обнимают ее, чувствовала себя неуютно. Она все еще любила Сергея. Да, и противный внутренний голос подливал масло в огонь. «Правильно, давай, выходи замуж. Пусть тебя снова бросают, а ты опять выходи. Вот только себя не обманешь. Нормальным мужикам нужны дети. Ты родить не можешь, а ненормальные мужики не нужны тебе самой». Ольга вздохнула, вошла в родильное отделение и направилась к ординаторской, когда услышала из-за приоткрытой двери голос медсестры Алены. «Да ладно, Ольгиного Сереги любовница тут? Точно нашей Ольги? А в какой палате?» «В 5-й. Катерина, чернявая такая, родинка у носа. Мне мой Колька сказал, а ему сам Сергей. Они на днях виделись и еще смеялись над этим, смены высчитывали. Ольга будет роды принимать или нет. Сережка только боится, чтобы Оля не узнала, что Катька та самая, к которой он ушел. Даже не навещает ее. Говорит, только на выписку придет. Кстати, Катерина тоже не знает, что Ольга бывшая жена Сергея». Оля узнала голос санитарки Олеси. Действительно, ее муж Николай работал с Сергеем, а значит, они могли общаться. «Хохма, короче. Ой, ладно, девки, пойду.
Я же ведра в коридоре побросала. Специально пришла вам рассказать, а то еще забуду». «Ой, божечки!» — вздохнула медсестра. «Вот ведь крутит жизнь. Да если бы мне мой Петр изменил, да еще и рожать ее сюда привел, я бы ее ночью подушкой придушила». Из кабинета донесся взрыв смеха. Слезы потекли из глаз Ольги, и она поспешила спрятаться в ординаторской. Шаги Олеси удалились, и Ольга, выбравшись из своего убежища, пошла к 17-й палате посмотреть на разлучницу, разбившую ее семью. Катерина сидела на постели с яблоком в руках и смотрела в окно. Полная, румяная девушка не вызвала у Ольги ожидаемого чувства гнева, только какая-то брезгливость шевельнулась в ее душе. И вот на эту грудастую девицу Сергей променял ее. Конечно, Катя была лет на 10 младше самой Ольги, но выглядела в стареньком халате и огромным животом весьма ужасно. Ольга покачала головой и ушла. А ночью у Кати начались схватки, и ее перевели в родильный зал. Эта ночь выдалась тяжелой для дежуривших врачей. 4 рожениц стали рожать едва ли не одновременно, но самой тяжелой оказалась Катя. И Ольга, поручив других женщин медсестре и акушерке, занялась ей сама. Мальчик родился очень слабеньким, и Оле с трудом удалось добиться, чтобы он издал хоть какой-то писк. Катерина же отключилась, даже не взглянув на сына. «Вот удивительно», — сказала Ольге медсестра Алена. «Сама деваха крупная, а родила мелкого такого, прямо как в пословице про гору и мышь». «Бывает, переводите ее отсюда, пусть отдыхает». Вздохнула она и пошла к остальным роженицам узнать, как дела. Алена с интересом посмотрела на Ольгу, подумав, что та и не знает, что приняла сейчас на руки ребенка бывшего мужа. Оля догадалась о мыслях медсестры, но не повела и бровью. Пусть все идет, как идет, что уж теперь. Тяжелая ситуация была еще у одной женщины, и Ольга, забыв обо всем, помогла женщине справиться с родами и вскоре поднесла рыдающей матери красную от крика малышку. Когда все закончилось, Ольга прошла в бокс, где лежали дети, и отыскала там сына Сергея. Он спал, но как-то тревожно, вздрагивал и жмурился. Долго стояла над ним Ольга, потом взяла на руки и стала тихонько качать. Крупные слезы закапали на старенькую застиранную пеленку, в которую был завернут мальчик, и Ольга вдруг почувствовала себя такой несчастной. Она положила ребенка на место, ушла к себе, легла на диван и, укрывшись пледом, закрыла глаза, думая о том, что хочет отомстить и Кате, и Сергею за все страдания, которые они ей причинили. А рано утром в роддоме поднялся страшный переполох. Пропал новорожденный сын Катерины. Женщина рыдала и металась по коридору, в каждой палате обсуждали случившееся, пытались найти Ольгу, но и ее нигде не было. Катерине укололи успокоительное, но и лекарства не сразу помогли молодой матери. Наконец, она легла на свою кровать, залившись слезами. Врачи, решив разобраться на месте, пока не вызывали полицию, хотя Катя и настаивала на этом. Олеся уже успела рассказать ей, кто такая Ольга, и молодая женщина пришла в ужас, понимая, что больше никогда не увидит своего сына. В новом порыве Катерина выбежала в коридор и тут же столкнулась с Ольгой. «Где мой сын? Где мой Миша?» — закричала она, накинувшись на спокойно стоявшую перед ней женщину. «Там, где ему и положено», — ответила Ольга. «В боксе. Возвращайтесь в палату. Скоро вам принесут его на кормление. А что случилось?»
«Ты украла его!» — выкрикнула Катерина. «Украла, чтобы отомстить мне за своего мужа. Я все знаю». Вокруг стала собираться толпа, но Ольга, не обращая ни на кого внимания, тихо сказала: «Во-первых, не надо мне тыкать. Во-вторых, перестаньте кричать. Вы переполошили весь роддом. В-третьих, ваш сын родился болезненным, и я носила его на консультацию к педиатру. Его рекомендации вы получите вместе с выпиской. В-четвертых, мстить вам? Немного ли чести?» Ольга гордо вскинула голову и ушла. Никто так и не догадался, что она и в самом деле решила сбежать с ребенком, и даже села уже с ним в такси, но в последний момент передумала и вернулась в клинику. Разве она смогла бы жить спокойно, зная, что несчастная мать рыдает о своем потерянном сыне? Нет, у каждого совесть своя, и раз уж так было суждено, нечего делать глупости и пытаться что-то исправить. Ольга и в самом деле прошла к педиатру. Они вместе осмотрели малыша. Доктор сделал кое-какие записи и попросил их передать матери ребенка. И Ольга вернулась в свое отделение, чувствуя небывалую легкость в душе. А вечером Ольга приготовила ужин и вдруг подумала, что не хочет быть одна. Ей нужен ребенок. Мало ли бывает отказников. Она его усыновит, и все. Но для этого нужен муж, хотя бы фиктивный. На ум пришел Андрей, анестезиолог, который уже не раз оказывал ей знаки внимания. Улыбнулась она этой внезапной мысли. А что? Работаем вместе, знаю его прекрасно. Вообще, кажется, мужик неплохой, веселый. Ольга, не откладывая в долгий ящик, метнулась к телефону и позвонила ему, пригласив к себе для разговора. Андрей приехал через полчаса с тортом, цветами и полным пакетом всякой всячины. «А это все зачем?» – удивилась Ольга. «Ну, а как ты хотела?» В своей неунывающей манере начал оправдываться мужчина. «Ты же не сказала, зачем зовешь? Вот я и подстраховался. Если у нас свидание, то вот набор гусара, торт и цветы. Если просто на чай, то на, держи. Тут колбаса, батон и печенюшки всякие. Кстати, чай я тоже купил. И кофе. Ну, а если кран потек, то в машине инструменты. Могу сбегать». «Не надо инструменты», задыхаясь от смеха, проговорила Ольга и, взяв его за руку, отвела на кухню. «Ты все равно не смог бы подготовиться, потому что я хочу сделать тебе предложение». «В каком смысле?» Андрей приподнял удивленную бровь. «В самом прямом. Женись на мне, Андрей». «Как? Вот прямо сейчас?» Он дурашливо развел руками. «Так ведь ночь на дворе». «Ладно». Ольга вдруг стала серьезной. «Я прошу тебя заключить со мной фиктивный брак. Я хочу ребенка усыновить. Я очень хочу ребенка. Устала быть одна. Но для этого нужен муж. А мой муж, как тебе известно, объелся груш». Ольга снова усмехнулась, но уже не весело. «А вот я возьму и соглашусь», нисколько не улыбаясь, заявил Андрей. «Только у меня есть небольшая поправка. Если ты не усыновишь ребенка, а удочеришь, это сильно пойдет вразрез с твоими мечтами». «Почему удочеришь?» – удивилась Ольга. «Потому что у меня есть 2-летняя дочь. Жена бросила нас с Аришкой, когда дочке исполнилось всего полгода, улетела в Америку к любовнику. Тогда я переехал в ваш город, здесь живет моя мама. Она и присматривает за внучкой, пока я на работе. Если ты согласишься стать моей женой, получишь дочку в комплекте. Хочешь?» «Очень», — ответила Ольга. Она и не догадывалась о том,
что Андрей отец-одиночка. Было просто удивительно, что после измены жены он не опустился, не сломался, продолжал радоваться жизни и заражать оптимизмом всех вокруг. В порыве нежности Ольга взяла мужчину за руку, но тут же смутилась. «Так ты чай будешь? Я курник испекла». Прошло 3 года. Ольга до безумия любила маленькую Аришку, и та платила ей тем же. Девочка называла Ольгу только мамочкой, обожала ее всей своей душой, и Андрей был невероятно от этого счастлив. Как-то вечером, когда малышка уже спала, Ольга села рядом с мужем и положила голову ему на плечо. «Андрей, знаешь, я, конечно, не уверена, но мне кажется, понимаешь, что случилось, родная?» Он посмотрел на нее и улыбнулся. «Я же вижу, ты уже пару дней сама не своя». «Андрей, я беременна. Понимаешь, я не поверила тестам, хотя и сделала их 5 штук», взахлеб заговорила Ольга. «Но сегодня меня посмотрела Вера Игнатьевна, а она лучший гинеколог клиники, ты же знаешь. Милый, родной, этого не может быть, но я жду ребенка». Андрей радостно рассмеялся. «Ну и дела. Ольга, счастье мое, я так сильно тебя люблю». Смеясь, супруги обнялись и долго сидели так, мечтая о том, что ждет их в будущем. «Я подарю тебе сына», — обещала Ольга. «Не получится», — смеялся Андрей и махнул рукой в сторону детской. «Я умею делать только девчонок». Спустя полгода Ольга готовила ужин, поджидая с работы Андрея. Он должен был еще забрать Аришку из детского сада, поэтому раньше, чем через час, они вряд ли бы появились. Звонок в дверь удивил женщину. Кто бы это мог быть? Она открыла, и ее брови удивленно приподнялись. Перед ней стоял Сергей. Он держал в руках большой букет цветов. «Ольга, я пришел мириться с тобой», — сказал он, глядя бывшей жене прямо в глаза. «С чего бы это? Столько лет прошло. А как же твоя Катя и сын Миша, кажется?» «Представляешь, эта стерва гуляла от меня. И Мишка не мой сын. Я делал тест ДНК. Короче, мы с ней быстро разбежались. Я потом еще с одной сошелся, но забыть тебя так и не смог. Давай начнем все сначала. Помнишь, ты хотела ребенка. Можем детдомовского взять. Сами и воспитаем. Тебе ведь одной тоже не сладко. А бесплодную кто возьмет?» Ольга отвела в сторону букет, который держал Сергей, и показала ему на свой живот. «Извини, но бесплодным в нашей семье был ты». «Опа, у нас гости!» — послышался позади Сергея голос Андрея. «Нет», — ответила Ольга, пропуская мужа и дочь в квартиру и закрывая дверь перед Сергеем. «Товарищ просто дорогу спрашивал». «Да? И куда?» «К счастью, он потерял дорогу к счастью и вряд ли уже найдет». Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.